Как мы делаем расчет количества рядов деталей верха? У нас есть подошва, и по этой подошве, по нашему размеру, мы можем и, собственно говоря, должны посчитать количество рядов деталей верха до носочка. Вот здесь я вам предлагаю вот такой размер, который нужен мне. Что мы изначально вообще делаем? Мы берем спицу, ну или крючок, и визуально смотрим по подошве, на какой бы длине мы остановились. Ну, например, вот по той длине, которая у меня отмечена маркерами. Отметили маркерами, нашли середину. В данном примере серединка у нас располагается между двумя перемычками, и серединка у нас идет посередине перемычки пяточки. Чтобы проверить себя, можно посчитать с одной и с другой стороны количество перемычек. Вот у нас определена середина, определена граница, где у нас будет прикрепляться деталь верха по бокам. И теперь мы можем посчитать. Исходя из рисунка, который, допустим, который мы будем вязать вверх, мы предполагаем количество петель, которым мы будем закрывать деталь верха. Это может быть четное или нечетное количество. В данном случае у нас получается, что количество закрываемых петель должно быть четное, потому что серединка у нас проходит между двумя перемычками. Либо мы можем, если у нас рисунок заканчивается нечетным количеством, сместить центр рисунка в одну либо в другую сторону. Дальше, вот мы определили серединку, и теперь мы считаем количество перемычек, которое у нас идет до отметки присоединения нашего верха. В данном случае 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Вот у меня получается от центра 21 петля. Закрываем мы деталь верха четным количеством. То есть у нас 21 петля по окату. Закрываем мы четным количеством, то есть здесь будет 6 петелек при закрытии. Ну, так как мы считаем по серединке, значит 3. Из 21 перемычки мы вычитаем 3 перемычки, и у нас остается по счету 18. Вот 18 перемычек, которые у нас здесь остаются, они соответствуют 36 рядам. Почему 36? Потому что по кромочным петлям у нас одна кромочная петля подразумевает в себе 2 ряда. Да? Мы же, когда вяжем в конце ряда спицами, мы провязываем кромочную петлю, а когда мы переворачиваем изделие, то кромочную петлю мы снимаем. Поэтому кромочная петля, которую мы будем присоединять к перемычке подошвы, она соответствует 2 рядам. Вот поэтому вот эти 18 петель, которые у нас остаются по канту, они будут соответствовать 36 рядам. Значит, деталь верха у нас должна состоять из 36 рядов и закончится 6 петлями. Вот по такому принципу очень легко и просто рассчитать количество рядов в детали верха. Тот же самый принцип, если вы, допустим, вяжете деталь верха без носочка, то есть мы точно так же прикладываем, считаем, отмечаем здесь эти места, считаем, и уже исходя из этого мы прекрасно понимаем, сколько нам нужно делать рядов в детали верха. По поводу убавок.
Убавки дело такое, что исходя, естественно, из длины, то есть если мы вяжем на 43-45 размер, то классическое количество убавок на средние размеры от 35 до 39, 6, ну 7 штук, они под 45 размер, естественно, не подойдут, потому что у нас будет количество петель набора, соответственно, тоже больше. Тут в среднем нужно смотреть и считать от модели, от количества петель, от количества закрываемых петель. Ну, в общем, тут визуально уже можно предположить, сколько убавок нужно будет сделать, исходя из общего количества петель набора, из начального количества петель набора. Да, допустим, 20 петель набора у нас будет изначально. 6 петлями мы заканчиваем. То есть здесь нам нужно, по идее, убавить 14 петель. Так как мы убавляем по одной петельке с каждой стороны, то есть 2 петли в одном ряду, значит здесь напрашивается сами по себе 7 убавок. Понятен принцип, да? Я думаю, что это вам пригодится в будущем. Пользуйтесь. Очень рада была вам помочь.